Давайте переходим уже непосредственно к рынку недвижимости. Говорим о новом жилье. Сразу же договоримся, что новое жилье – это классификация компаний-застройщиков, это А и Б класс. Напомню вам, что по легенде, опять же, компаний-застройщиков, данные квартиры строятся из нового, ну, энергоэффективного, назовем так, строительного материала. То есть зимой не холодно, летом не жарко. Напомню вам, что на Кипре нет отопления. Ну, нет отопления почему? Потому что тепло. Поэтому и нет отопления. Старое жилье – это С, Д, Е, Ф. Кстати, вот я проживаю в старом, ну как старом, ну, называется класс С, это дом уже в таком, ну, назовем старое жилье, как договорились. Да, есть новое, есть старое. С которой, в общем-то, зиму почти пережили. Сегодня какое там 26 у нас февраля. Я, друзья, не замерз, скажу честно, да. В Киеве морозы, так сказать, несравнимы, чем на острове. Не случайно данный остров называют Солнечным остров. Итак, сейчас мы говорим о новом жилье. Итак, что произошло, друзья, за месяц? За месяц исследования мы видим, что снижение стоимости на 0,18% – это новое жилье. В среднем видим стоимость квадратного метра, это средняя стоимость 2797 евро. Вы также можете посмотреть внизу локации, о которых я вам рассказывал. То есть это верхний город, средина часть и нижняя часть. Я вот, и как видите, очень сильно меняется стоимость квадратного метра в зависимости от географического расположения того или иного объекта жилой недвижимости. Говорим о новом жилье. Я проживаю в Tomb of the Kings, видите, здесь вполне, ну не вполне, здесь престижный район, он в основном из домовладений, такие достаточно спокойные, да, живут люди моего примерно возраста, уже пенсионеры все. Ката-Пафос, видим, это самый дорогой район, 3539 евро. Ну и достаточно недорогой район, или бюджетный, так назовем, чтобы не обижать, да, это Авангарас, 1845 евро. А вот внизу уже, друзья, мы видим красная черта, это у нас среднее арифметическое число. Как оно считается, вы у меня умные, знаете, это 2797 евро стоимость квадратного метра нового жилья. Еще раз повторюсь, что за месяц показала нам динамику снижения минус 0,18%. Давайте посмотрим, что произошло в течение года. График рисунок, период исследования, январь 2025 год, новое жилье. 2834 евро стоимость квадратного метра и 2797 евро стоимость квадратного метра уже в январе 2026 года. Что в годовом измерении, друзья, ну где-то больше, где-то меньше, по локациям можете посмотреть. Показала нам, смотрим вниз таблица, минус 1,28%. Друзья, это, в общем-то, нетипичное поведение рынка для острова. С чем она связана? Ну, напомню вам, что я и компания Olymp Consulting отслеживаем с 2019 года, мониторим рынок недвижимости, и я вот эти все процессы хорошо уже, ну, помню, изучил и знаю, могу вполне адекватно рассуждать на эту тему. Так вот, с 2019 года, напомним, чем ознаменовался 2019 год, это COVID-19, помните, да? И рынок начал расти как на дрожжах не только у нас в Украине, но, естественно, на острове Кипр. Тогда я жил в Украине, в Киеве. Это было связано с тем, что экономика заливалась буквально вот этими вертолетными деньгами, их называли еще, то есть печатали деньги и, в общем-то, заливали экономику. Естественно, куда эти деньги пошли? Частично они пошли на рынок недвижимости, разогревая стоимость квадратного метра. И вот пик стоимости по городу Пафосу, а я уже тогда, в принципе, понимал и знал, что я перееду жить именно в этот город, ну, планировал, да. Тогда, в 2019 году, это нельзя было выехать, границы были закрыты. Потом сразу же началась война, опять границы закрылись.
Таким образом, я достаточно много просидел, так сказать, в Киеве, не выездной. Ну вот, когда исполнилось 60 лет, выехал наконец-то. Так вот, я о рынке недвижимости. 23 год, 24 год был пиком роста в городе Пафос. Цены буквально росли, ну, я не знаю, по проценту каждый, так сказать, месяц. И вот я так предполагаю, всего лишь мы видим 2025 год, это первый год, ну и начало 2026 года, рынок недвижимости в данном городе стал показывать незначительную, но все-таки динамику снижения. Это связано, как я предполагаю, с тем, что вот 2023-2024 год ну, выросла стоимость просто достаточно серьезно, да, то есть рынок перенасыщен предложениями. Я потом буду записывать в следующих видео, сколько предложений обрабатывает программа Olymp News, чтобы вы понимали, что выборка релевантна. В любом случае это больше 2000 объектов жилой недвижимости данного класса. Ну, новое жилье. Так вот, помните, как всеми, так сказать, уважаемый, чуть не сказал Остап Бендер, был такой еще экономист Адам Смит. Он рассказывал о всевидящей и всемогущей руке рынка. Закон спроса и предложения. Когда предложений на рынке становится много, а рынок недвижимости и недвижимость является товаром, друзья, то а предложений при этом, вернее, спрос незначительный, то что происходит? Корректировка рынка по стоимости. То есть стоимость, в данном случае недвижимости, медленно снижается. Хотя это очень плохо. Почему? Потому что мы будем говорить о макроэкономических показателях в конце видео. Поговорим о, так сказать, инфляции, и вы поймете, почему это плохо и неестественно для рынка, особенно на острове Кипр. Итак, переходим к следующему слайду. Здесь мы говорим о старом жилье, которое, кстати, подорожало на 0,20% за месяц. И в среднем стоимость квадратного метра 2557 евро. На табличке вы можете почитать, что за год стоимость, вернее за месяц, снизилась, выросла на 0,20%. Также можете посмотреть по локациям. Отвечаю на вопрос, который чаще всего задают люди. Зачем вот эти цифры, кому они нужны, неинтересно, скучно и так далее. Друзья, у меня не развлекательный контент, я пишу, так сказать, контент, который позволит вам ориентироваться в процессах, которые происходят на рынке недвижимости. Это необходимо людям, которые хотят продать свою недвижимость или же купить недвижимость. То есть вы находите локацию, где предполагаете купить недвижимость, понимая, что это, допустим, класс C, D, E, F, о котором мы говорим, умножаете стоимость квадратного метра на примерную площадь, дом, квартиры. Сейчас мы здесь говорим только, друзья, о многоквартирных домах. То есть это апартаменты, которые находятся в зданиях, сооружениях, где много квартир. Хотя по меркам Киева это совсем немного. Так вот, вы будете знать рыночную стоимость при приобретении недвижимости, так и продавцы могут сориентироваться. В свое время в Украине был крупный такой проект, в котором мы участвовали, я и компания Olymp Consulting, где показали, в общем-то, так сказать, фонду госимущества, как необходимо, составили техническое задание, не то, что показали, то есть мы же наукой занимаемся, я и, так сказать, мои компаньоны, да. Так вот, составили техническое задание, показали и рассказали вот эти все алгоритмы, которые могут достаточно точно определять рыночную стоимость квадратного метра, для чего это надо было сделать, для налогообложения. То есть вы знаете, кто не знает, повторюсь, в Украине есть норма. При продаже квартиры государство с помощью программного обеспечения оценивает рыночную стоимость вашей квартиры, с которой взимается пенсионные, налоги, назовем так, там не только один пенсионный. Поэтому, друзья, у меня огромный опыт в этом направлении. Надеюсь, ответил на вопрос, зачем нужны эти цифры. Фиксируем, что новое жилье подешевело за месяц, минус 0,18%, старое подорожало на 0,20%. Разница в стоимости квадратного метра между новым и старым, видим, показываю указкой, почти 200 евро. Переходим к следующему слайду. Здесь мы
Посмотрим, что произошло со старым жильем на протяжении, естественно, 1 года. Январь 2025 год 2593 евро. И январь 2026 год 2557 евро, что показало нам внизу. Смотрим, динамика снижения за год минус 1,39%. Но это тоже, друзья, для рынка недвижимости плохо. То есть люди, у которых есть недвижимость, которая относится к старому жилью, класс С, Д, Е, Ф, к сожалению, ваша недвижимость за год подешевела, в отличие от других провинций и муниципалитетов, о которых я на протяжении всего месяца